Привет, друзья! Это видео по вашим комментариям, я их всегда читаю. Вы меня спрашивали, что я думаю о SkyPro, компании, которая целится в самое сердечко. Учит IT-профессиям с нуля и гарантирует трудоустройство. Ну звучит прекрасно же. Что еще нужно тем, кто захотел сменить работу? Дальше больше. Запрещенный соцсети основатель курсов хочет сблизить два нейрона в вашем мозгу. Нейрон SkyPro и нейрон честной гарантии трудоустройства. Ну что ж, давайте разбираться. В этом коротком обзоре я расскажу про основателя SkyPro и от кого он скрывается. Расскажу, откуда эта школа появилась и что ее ждет в будущем. Обсудим все плюсы и минусы. И узнаем, возвращает ли школа деньги, если что-то пошло не так. Ну и конечно, мы обсудим их знаменитое трудоустройство с переездом в Таджикистан. Из России многие русские братья уезжают, то есть много сейчас русских братьев в Таджикистане, в Узбекистане. Вообще, я сомневался, стоит ли делать обзор и будет ли это интересно. Но первое, что я обнаружил на их сайте, это то, что директор SkyPro в прошлом простой продавец унитазов, досок и кирпичей. Это невероятно, и я понял, что этому обзору быть. Видео будет полезно для тех, кто среди всего многообразия школ решил остановиться на SkyPro, но все еще сомневается. И досмотрев его до конца, ты будешь иметь полное представление об этой школе. Поехали! Начать это видео я хочу с цитаты сооснователя и главного медийного лица SkyPro Харитона Матвеева. Получение новой профессии – путь через долину смерти, где 90% в процессе умирают. Золотые слова! Их бы да прям на первом экране рекламы курсов писать. На табаке же делают предупреждающие плашки. Так бы делали и на курсах. К цитате мы еще вернемся, а пока узнаем, кто это такой Харитон Матвеев. Человек в пух и прах, разбивающий представления о молодых миллионерах, которые нам навязывают инфо-цыгане. Якобы все миллионеры, включая Гейтса, плохо учились, не учились вообще или бросали учебу на полпути. Харитон не такой, он не троечник, он учился в школе с углубленным изучением математики, физики и информатики. Окончил Московский физико-технологический институт по специальности биофизика и начал свою карьеру в Курчатовском институте. Вау! Но потом все это дело бросил и уехал в Европу на стажировке. Но тут он понял, что денег особо наукой не заработать. Как он говорит в интервью порталу «Теория и практика», как-то ехал на своей маленькой Део Матис, рядом проезжали огромные красивые джипы, и я подумал, блин, я же такой умный, способный, но не могу себе позволить такую машину. Так быть не должно. И я начал смотреть в сторону бизнеса, говорит он. Так, собственно, и появился Skyeng. И перед тем, как я продолжу, минуточку внимания, я расскажу вам о самом большом сборнике бесплатных курсов и уроков. Там собрано более 500 материалов от топовых онлайн-школ. Вот, например, интенсив по Data Science. Там есть материалы по фигме, сторителлингу, редактуре, маркетингу, брендингу, 3D и прочим дисциплинам. Или вот 54 урока по питону. Для тех, кто никак не может начать. Рассказывают все, начиная с установки программы. Бери и делай, так и поймешь, нравится тебе это или нет. А если нравится, через этот же агрегатор можно взять курсы от популярной школы со скидкой до 10%. Ссылка будет в описании. А мы продолжаем. Да, я не ошибся, я сказал Skyeng. Чтобы не было путаницы в моем рассказе, давайте сразу определимся, что Skyeng и SkyPro – это одна компания. Но вначале у них взлетел Skyeng, самая популярная школа английского языка в России и не только. Вот что о ее создании пишет Харитон. Помог случай. Мой приятель летом начал заниматься с репетитором в Чебоксарах. По возвращении в Москву продолжил заниматься онлайн. Это обходится в 4 раза дешевле. Мы поняли, что это отличная идея для масштабирования. Вначале у нас не было никакой сверхмиссии, мы просто видели возможность заработать хорошие деньги и не упустили ее. Вот так все началось. То есть идея была гениальна в своей простоте. Находить самых дешевых преподавателей из маленьких городов и сел и платить им по тарифам села. Ставка без ничего – это 250 рублей в час, если ваш уровень до Upper Intermediate, и 300 рублей в час, если у вас есть подтвержденный сертификатом уровень Advanced. А учеников искать из крупных городов и брать с них столько же, сколько и местные преподаватели, а то и больше. В чем же смысл ученикам платить больше? Ответ в интервью, цитирую.
Мы сверхтехнологические ребята. С первого дня начали инвестировать в продукт, автоматизировать процессы, разрабатывать собственную платформу, мобильные приложения, тренажеры. Занятия в Skyeng проходят онлайн, что многим было гораздо удобнее, чем принимать преподавателя на дому или самому куда-то регулярно ездить. Можно мгновенно сменить препода, можно оплачивать картой. На каждом шагу скидки, все весело и молодежно. Стоит ли говорить, что ребята быстро смекнули, что с их технологичностью выгоднее всего набирать учителей на Филиппинах? Оказалось, что если преподаватель не знает русского языка, то это не проблема Skyeng. Короче, у них как-то получалось продавать своим ученикам филиппинцев. И заработав на этом немало денег, создатели Skyeng открывают SkyPro. Почти все то же самое, но вместо языка здесь обучают IT-профессиям. Вернемся к цитате. 90% человек умирают в процессе переобучения, начинают и бросают на середине, после чего у них остается ужасный опыт выученной беспомощности, говорит Харитон в своем интервью. Почему же так происходит? Давайте глянем на отзывы о SkyPro на TutorTop. Из 265 отзывов 42 негативных. В основном они сводятся к тому, что обучение не прям с самого нуля, оно не для новичков. Например, тому, кто учился на врача, проходить курс на программиста сложно. Каждому курсу есть домашние задания, которые ученики не успевают делать и просто списывают с разборов предыдущих домашек, за что винят себя. У них нет времени. Они опасаются, что и знаний у них не будет, а будет только диплом. При этом на домашнее задание дается неделя. Это действительно большая проблема для онлайн-школ. В погоне за учениками, за увеличением своей доли на рынке образовательных услуг, школы создают иллюзию, что обучаться будет очень просто. Даже не обязательно иметь деньги. Курс можно взять в кредит. В итоге на курс приходят люди, которые, например, очень заняты на своей основной работе. У них тупо нет времени, либо сами люди туповаты. Хотя, по моему мнению, тупых людей нет, есть только те, кто не может обуздать свою лень и правильно спланировать свое время. Как можно не успеть выполнить одну небольшую домашнюю работу за неделю? Мне непонятно. Я бы не относился к этим комментариям серьезно. Но всякое бывает. Может быть, человек понял, что айтишечка для него слишком сложно, слишком нудно или вообще все не понравилось. В таком случае курсы обещают вернуть деньги. Это второй момент. Очень много отзывов на SkyPro с истерикой. Мошенники не возвращают деньги. Тут я напрягся. Но оказалось, что под каждым таким отзывом есть ответ SkyPro, из которого понятно, что они детально разобрались в ситуации. А дальше ответ благодарного ученика, которому вернули деньги. Из ответов понятно, что школа обычно идет навстречу и возвращает полную сумму, даже если ученик проучился более 2 недель. Хотя по договору у них возврат полной суммы только если отказаться в течение 2 недель от курса. Это было неожиданно. Я не исключаю, что на школу подействовала публичность такого отзыва, и они засуетились. Но, по крайней мере, теперь вы точно знаете, что если вам что-то не понравилось в обучении, вы можете вернуть деньги. Можно оставить коммент на странице школы в TutorTop, и вашу проблему решат быстрее и, скорее всего, с положительным исходом. То, что возвращают деньги, это очень хорошо. Это плюс. А что же там с честной гарантией трудоустройства? Для начала открываем договор оферты. Он тут сделан очень необычно. Как тут написано, наш договор понятным языком. И дальше 2 колонки. Сухой юридический текст слева и простые, ничего не значащие юридические слова справа. Очень интересный ход. Сразу переходим в приложение. Тут написано «Положение о гарантии содействия в трудоустройстве». Уже оказывается содействие, а не честное трудоустройство. Далее ссылка на Конституцию, которая устанавливает запрет на принудительное вступление в трудовые отношения как со стороны работника, так и со стороны работодателя. Этого я вообще не понял. Договор как раз нужен, чтобы добровольно о чем-то договориться. Если уж честное трудоустройство, так и надо писать в договоре. А тут содействие. Ну допустим, дальше интереснее. Для этого трудоустройства установлена минимальная оплата труда. В России не менее 50 тысяч до вычета налога. Но, честно говоря, это мало даже для джуна. А далее написано, что для Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Украины, Молдовы, Азербайджана и Узбекистана такая минимальная оплата труда составляет 25 тысяч рублей до вычета налога.
То есть, допустим, вы живете в Краснодаре и успешно прошли курс. Вам поступило предложение из Таджикистана с зарплатой 25 тысяч рублей, а на руки вы получите 22. Вы, конечно, отказались, чем нарушили договор содействия в трудоустройстве. Гарантия на возврат денег аннулируется. Я так это понял. По договору вы обязаны оперативно сообщать о всех предложениях работодателей. Тут все строго. Но я думаю, с трудоустройством мы разобрались. Давайте поговорим о чем-то более серьезном. По мнению аналитиков, Skypro и Skyeng на грани серьезного кризиса, а Харитону даже пришлось поменять свое имя. Февральские события прошлого года, конечно, повлияли и на Skypro. За несколько месяцев до них компания получила значительную прибыль и решила расширяться. Например, они выкупили школу программирования для детей Codium, чтобы встроить ее в свой бизнес. К ней мы еще вернемся. Skyeng хотел выйти на международную биржу и привлечь инвестиции, но это по понятным причинам не получилось. И начиная с февраля, Skypro начал задумываться о том, кому бы продаться. Как они тогда писали, главная задача – выжить и сделать так, чтобы бизнес, который строился последние 10 лет, не пошел коту под хвост. Для этого компании нужно найти способы привлечь деньги и стать более понятной для государства. Очень странная фраза, запомним ее. С лета прошлого года компанией заинтересовался медиахолдинг ВК, куда кроме соцсетей и бывших Яндекс.Новостей входит тройка самых популярных школ – Skillbox, Geekbrains, Skill Factory. При этом ВК не единственный возможный покупатель. Акционеры ведут переговоры и с другими крупными игроками. Среди них, например, Север Групп, куда входит Нетология. Простые пользователи отреагировали на эти новости очень нервно. Потому что объединение школ обычно означает и объединение всех внутренних процессов. И от школ остаются только бренды. А множество людей оптимизируют и отправляют на биржу труда. Ну а как же Харитон? Он не терял времени даром. Видимо, он не захотел становиться более понятным российскому государству, а даже наоборот разорвал все связи. Зарубежный бизнес он переименовал в Осми и вычистил все упоминания российских корней компании. Осми работает в разных странах, например, в столице Малайзии Куала-Лумпуре. А сам Харитон Матвеев переименовался в Гарри Мэтвиса. Ни слова про Россию и Skyeng. В России же сложилась комическая ситуация. Весь прошлый год директором ООО Skyeng был никому неизвестный Гусейнов Камран Зулфугар Аглы из Челябинска. До сих пор, если посмотреть на сайте Skypro политику обработки персональных данных, вы увидите его подпись. Весь юмор в том, что до того, как стать директором Skyeng, господин Гусейнов торговал в Челябинске унитазами, досками и кирпичами. И это очень-очень странно. Поделитесь в комментах, вы бы пошли в школу с таким директором, или это все не важно? Теперь же с февраля директором российского Skyeng стал бывший директор школы Codium, о которой мы говорили выше, а Харитон продолжает записывать ролики от лица компании. Подытожим, Skypro – это один из лидеров российского онлайн-образования. По выручке в 2022 году он занял второе место, как раз между холдингом Skillbox и Яндекс.Практикумом. Однако большая выручка не значит высокое качество. На 4-м месте этого же списка лайк-центр Аяза Шабуддинова. Skypro возвращает деньги, если за 2 недели вы поняли, что курс вам не подходит. По крайней мере, если вы об этом напишите в комментариях на TutorTopе. И тут уже выбор за вами. У всех разный уровень. У меня просто отвалились уши, когда я слушал урок по фигме. У нас осталось совсем немножко, всего 2 фигуры. Такая вот звездочка или медаль. Звездочка или медаль, она у нас вызывается с помощью инструмента «Звезда». Вот инструмент звездочка, и мы можем нарисовать им звездочку. Я уже не знаю, куда проще можно объяснить. Моя жизнь связана с IT 20 лет, но может быть для кого-то такие уроки будут полезны. Переходите на агрегатор и выбирайте школу, которая вам подойдет. Пишите в комментариях ваше мнение о Skypro, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, не забывайте о тележке. И до скорого, всем пока!